Маргарита Симоньян тут превзошла сама себя. Предложила провести ядерный взрыв над Сибирью, в результате которого, по словам выдуманного Симоньян специалиста, вся электроника в окрестностях разом перестанет работать, и все дети останутся без гаджетов. Своей инициативой Симоньян умудрилась навлечь на себя ненависть даже коллег по цеху пропаганды. Я не буду разбирать всю ту околесицу, что нанесла Симоньян, равно как и приводить реакцию Z-сообщества. Вам и без меня, я думаю, все это показали и рассказали. Вместо этого поговорим о самом феномене публичного юродства в нынешнем российском режиме на примере Симоньян. Только прежде чем начнем, две вещи. Во-первых, напомню, что в скором времени я буду проводить живые выступления в городах Европы и в Израиле. Если вы из Тель-Авива, Лондона, Амстердама, Берлина, Парижа, Праги, Лимассоля, Вены, Цюриха, Риги или Милана, заходите покупать билеты. Во-вторых, сейчас я прям в Лондоне, и мы, как всегда, приглашаем крупных жертвователей на съемки в студию. Если вы хотите поддержать канал крупной суммой и прийти в гости, пишите менеджеру по ссылке в описании. Все, начинаем. Маргарита Симоньян – это очень особенный персонаж. Вот есть Первый канал и ВГТРК, главные медиахолдинги страны со 100% покрытием. Их сигнал – олень рогами в тундре поймают. Это основные площадки пропаганды. Можно много говорить про Яндекс.Новости, печатную прессу, ВКонтакте, фабрики троллей, телеграм-каналы, телеканал Соловьев Лайв и прочие средства доставки до граждан государственной позиции. Но понятно, что две главные телекнопки по охвату оставляют далеко позади все это вместе взятое. Первым каналом командует Константин Эрнст, ВГТРК Олег Добродеев. Оба не замечены в сетевой активности, почти никогда не дают интервью и комментариев, не публикуют фоточки из отпусков и светских пьянок. Эрнста хотя бы в лицо знают по старой памяти, а Добродеева и в глаза тоже никто 20 лет не видел. То же касается и остальных главных менеджеров российской пропаганды. Кто-то, может, вспомнит фамилии главредов НТВ, Московского комсомольца и Комсомольской правды, но не без усилий. Зато абсолютно все знают их продукт, их новости в каждом телевизоре, их газеты в каждом ларьке. Но Russia Today совсем другое дело. Российскому неполитизированному зрителю она неизвестна примерно ничем. Это ж иновещание. Да, существуют новости РТ на русском, которых нет в телевизоре, а 1,5 миллиона определенно живых подписчиков их паблика ВКонтакте ставит аж по 20-30 лайков на пост. Радио «Спутник» есть, отжавшее частоту «Эхо Москвы», но оно замыкает собой рейтинг российских радиостанций, не дотягивая даже до детского радио. Что же касается влияния РТ на зарубежную аудиторию, то о нем мы ничего не знаем. Потому что еще до всяких запретов на вещание каналы холдинга просто не попадали в таблицы рейтингов. До того их доля была ничтожна. РТ даже в полной мере пропагандой-то не назовешь. Чисто огромная распилочная. Это эпических масштабов структура, в которой занято несколько тысяч человек, потребляющая по 30 миллиардов рублей из федерального бюджета в год. Там платятся безумные, невиданные по меркам рынка зарплаты. Вот только не очень понятно, среди кого РТ распространяет пропаганду. Мы можем как угодно относиться к Владимиру Соловьеву, но факт в том, что его реально смотрят. Вырезки из его передач расходятся по соцсетям, его эфиры можно услышать в такси, его штампами говорят наши родственники и друзья. Если же заходит разговор о Russia Today, то едва ли кто-то сможет сходу назвать хоть одну их передачу. То есть тысячи людей на очень дорогом оборудовании в огромных студиях каждый день пилят контент, который как будто никто и не видит. Единственный продукт Russia Today, который знают все, сама Маргарита Симоньян. Ее творческая железа функционирует без устали. Телеграм, Твиттер, ролики, походы на все пропагандистские шоу, большой роман в мягкой обложке и 2 авторских сборника, сценарий к 3 фильмам, чего только нет. За последние лет 10 единственный раз, когда Маргарита Симоньян молчала дольше, чем обычному человеку необходимо для сна, случился 23-24 июня, то есть пришелся на Пригожинский мятеж. В среднем одна Симоньян производит больше контента, чем весь ее медиахолдинг вместе взятый. Если Russia Today в чем-то и преуспевает, так это в личном пиаре Маргариты Симоньян. В этой роли государственного менеджера, который вверенный ему ресурс тратит не на дело, а на полировку личного эго, Симоньян заменила другого известного деятеля, Владислава Суркова. Тот все годы госслужбы употребил на создание себе имиджа закулисного интеллектуала и серого кардинала всей российской политики. Как и в случае с Симоньян, его профессиональные успехи нам неведомы.
Куда уходили миллиарды, выделенные на сурковские чудо-проекты вроде движения «Наши», не очень понятно. Зато в свое время только ленивый комментатор и политолог не рассуждал в том духе, что, мол, именно замглавы администрации президента по-настоящему правит Россией. Симоньян аналогичный образ тоже нравится. Нравится чувствовать себя не провинциальной журналисткой по чистой случайности, попавшейся на глаза Путину и сделавшей головокружительную карьеру в один миг, но настоящим творцом. Достаточно открыть ее книгу, где бабы носятся вдоль ярыков, расхристанные, продираются цапкой сквозь ровные грядки, начищают сияющие потолки и крахмалят напирники, чтобы оценить глубину заблуждений Симоньян о себе и своих возможностях. И веру, что читатель не проживет без такого самобытного таланта. Роль государственного селебрити, который непонятно чем занимается и непонятно какую пользу приносит нанимателю, несоразмерность понтов и реальных результатов которого как-то уж слишком бросается в глаза. Роль такого селебрити накладывает некоторые обязательства. Первое из которых – всегда быть на виду. Если твое СМИ не в состоянии пробиться в папочке к начальнику, который всегда с большой буквы и с эротическим придыханием, то придется самостоятельно ишачить за всю команду. Недостаточно просто всем сердцем любить Владимира Путина. Надо еще и вести себя так, чтобы он любовь эту увидел. А то мало ли желающих любить его за бюджетный-то счет. И, в общем, Симоньян с демонстрацией своей любви всегда успешно справлялась. Как ляпнет что-нибудь про Рафаэлку для Навального, так дискуссия об отравлении лидера оппозиции временно прерывается на обсуждение персональной отбитости главреда Rush Today. Проблема заключается в том, что в наше время оставаться на виду очень сложно. Больше 1,5 лет российское официальное публичное поле – это кокаиновая вечеринка в курятнике. Это олимпиада деградантов. То, что 5 лет назад только трижды судимый зэк мог с перепою написать бывший в СМС, сегодня типичный контент в телеграм-канале зампредседателя Совбеза и экс-президента России. Кому сегодня нужны причитания Симоньян? Ее возмущение тем, что матушка вновь проглотила и попросила добавки? Хочешь порассуждать о ядерном ударе по Киеву, походе на Берлин, затоплении британских островов, этническом геноциде всех форм и видов? Ну, дорогая, тут нынче большая очередь. Народ тут пьяну кровавую ртом готов пускать. За счастье повесить себе в Телеграм рекламу финок НКВД. А у тебя другие аппетиты. Тебе миллиарды из бюджета нужны. Чем вообще хороша норма? Норма – это границы приемлемого. Очень легко привлечь к себе внимание, всего-то заступая за эти границы чуть-чуть, ножкой. Если выйти на улицу голым, то прохожие это заметят, это будет новостью, может даже и СМИ опубликуют. Когда же норма уничтожена, когда везде и всюду царит хаотичное безумие, когда все носятся без одежды, валяются в лужах и бьются насмерть за кусок сырого мяса, то кого ты там удивишь своей наготой? Но тут важно чувствовать разницу. В случае Симоньян, как физического лица, это все шуточки да смехуёчки. Есть некоторое удовольствие в том, чтобы поглумиться над человеком, несущим горячечный бред с видом философского откровения. Но если оценить это с точки зрения публичной роли Маргариты Симоньян, то ситуация вообще-то очень печальна. Симоньян же тоже не настолько дура. Да, мысли она формирует как троечник в 5 классе. Но она давно варится в этом путинском бульоне, на рефлекторном уровне ощущает, что сейчас в тренде, а что нет. А в тренде вот это – новая нормальность, отсутствие границ и тормозов. Еще в самом начале войны мы говорили, что самый страшный опыт, через который пройдет российское общество, помимо прямых и косвенных человеческих жертв, это опыт растления. Каждый день десятки миллионов людей наблюдают, как с телеэкрана самые разные спикеры с ехидной улыбочкой говорят о массовых убийствах. Незаметно это стало чем-то допустимым. Президент вообще может сделать одолжение, объявив мобилизацию. Ведь всегда лучше погибнуть на фронте, чем от пьянки. О ядерном оружии, даже гипотетическая вероятность применения которого должна приводить в ужас, теперь рассуждают, как о водяных пистолетах. А вообще, обратите внимание на стилистику. На то, как эта война продается гражданам. Эта война вообще ни разу не за родину. Она не священная, не героическая. Война продается как способ набить карманы. Можно пойти в армию и заработать много денег, поехать на стройку в Мариуполь и обогатиться еще больше. Можно занять место ушедшей западной компании или заняться контрабандой, то есть параллельным импортом.
Даже компенсация за убитого родственника представляется нормальным вариантом порешать финансовые проблемы. Начиная с того же хрестоматийного ролика про Ладу Гранту и заканчивая нынешними продуктами пропаганды, где румяные солдаты рассуждают о раздаче земли на оккупированных территориях. По крайней мере, в истории развитых государств за последние пару веков как-то не приходит на ум другой случай, когда мотивация то ли наемника, то ли мародера была принята как государственная доктрина. Все-таки с тех пор, как армии перестали быть феодальными, а война бизнесом, стало не к лицу говорить, что война с соседом оправдана тем, что у него есть чем поживиться. По крайней мере, в прямом тексте. Обратите внимание, что чепуху про НАТО, бандеровцев и защиту русских от фашистов повторяют больше для галочки. Главный лозунг совсем другой. Россия – страна возможностей. Будь ты олигарх или слесарь, строитель или уголовник, ты можешь на этой мясорубке нажиться. Аббревиатура СВО – это уже рудимент. Войну называют войной вполне открыто. Просто ей сменили имидж. Кто сказал, что война – это что-то плохое? Почему вдруг ее нужно побыстрее закончить? Совсем наоборот. Война – это миллионы новых вакансий, триллионы бюджетов, которые можно освоить без счета. Успеваете поучаствовать. Мы сейчас не говорим о том, насколько этот мародерский угар имеет под собой основания. Он их не имеет, но ролик не экономический. Мы говорим лишь о том посыле, который государство открыто декларирует. Не вперед за родину, а вперед за баблом. Хренотень, которую несут Симоньян и ее коллеги по цеху, следствие того, что государство официально демонтирует самый последний и самый базовый тормоз в здоровой человеческой психике. Оно обнуляет ценность человеческой жизни, снимает табу на убийство людей. Ведь много же есть всяких интересных возможностей и за пределами украинской территории. Есть пожилая тетя с неплохой квартирой, которая освободится после внезапной кончины домовладелицы. Есть магазин конкурента, который может случайно сгореть вместе с собственником, открыв новые возможности для расширения бизнеса. Если взять за правило, что тела в морге не предъявляют имущественных претензий, то мир заиграет новыми красками. Окажется, что проблемы решаются невероятно легко. Тем более и правовая рамка этому способствует. Дальше окопы нынче не пошлют, хоть ты новую кущевку замути. Да, публичное безумие будет эскалировать само себя. Конкурс помешанных обязательно перейдет в гран-при самых буйных. Не нужно думать, что рассуждение о ядерном взрыве над Сибирью – финальная точка процесса. Нет, это всего лишь чекпоинт. Но бояться надо не этого. Бояться надо того, что вот такое расхолаживание, разрушение базовых ценностей человеческих, сопряженное с практическим опытом безнаказанного насилия, любых форм и видов, это то, с чем нам придется иметь дело. Придется иметь дело не только с сотнями тысяч тех, кто реально убивал, но и с миллионами тех, кому каждый день говорят, что убивать нормально, что человеческая жизнь ничего не стоит, что человеческая жизнь – это то, что стоит между вами и внушительными балансами на банковском счете, между вами и карьерой, между вами и славой, между вами и чувством собственного достоинства. Судя по тому, что мы знаем о российском общественном мнении, продать эту концепцию большинству пока не получилось. В базе наше общество осталось нормальным. Но те миллионы, кто купился – это проблема. Симоньян будет только одна проблема, причем решаемая – выковырять ее из Дубая и предать суду. А социальная страта, которой сняли базовые тормоза, вот это придется нам изживать годами. До завтра.